Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. 12 лучших методов очищения организма чесноком. Чеснок обладает большим набором полезных свойств, помогает человеку повысить иммунитет и бороться со многими патологиями. Это растение используется и для очищения организма от шлаков и токсинов. Оно способствует избавлению человека от паразитов и помогает остановить развитие и размножение болезнетворных бактерий в кишечнике. Проводить очищение необходимо всем, ведь в кишечнике застаиваются вредные вещества. Сейчас выбор рецептов для очистки, в которых этот овощ – основной ингредиент, очень большой. Рецепт Чингисхана. Еще известный и великий полководец Чингисхан применял этот чудо-овощ в лечебных целях. Он заставлял своих солдат съедать по утрам большое количество чеснока, чтобы они не болели. Сейчас даже врачи подтверждают результативность чистки с использованием этого растения. Этот быстрый метод заключается в съедании стакана нарубленных зубцов чеснока. Однако перед применением рецепта Чингисхана для очищения организма необходимо подготовить себя. Человеку надо поужинать до 8 часов вечера. В 21:30 надо съесть один соленый огурец или яблоко. После этого измельчить целый стакан чеснока и начать кушать его ложкой. Не следует разжевывать овощ, он просто проглатывается. Можно запивать огуречным или помидорным рассолом. Сам Чингисхан и его подчиненные использовали для этого кумыс или кислое молоко. Сейчас рецепт сильно меняется. Его рецептура подстраивается под каждого человека. Запивают овощ свежевыжатыми соками, например, морковным, томатным или яблочным. Довольно часто в этих целях используют сок из сельдерея. Утром после вечернего принятия чеснока в качестве завтрака следует употребить квашеную капусту или соленые огурцы. В 16:00 требуется сделать клизму. Раствор для нее готовится по следующему рецепту. Заваривается 1 ложка сухой травы ромашки. После остужения процеживается. В средство добавляется по 1 ложке яблочного уксуса и морской соли. После проведения клизмы желательно понаблюдать, что выходит вместе с калом. Обычно наблюдаются аскариды и острицы. После процедуры у человека выделяется специфический неприятный запах в течение 1-2 дней. Поэтому очистку лучше проводить в выходные. Чеснок и лимон. Это средство отлично борется с холестериновыми отложениями в сосудах. Очищение организма с чесноком и лимоном начинается с освобождения ингредиентов, взятых в равных пропорциях. Обычно берется 4 лимона и столько же головок чеснока, от корки и шелухи. Затем они измельчаются с помощью мясорубки. Кашица перекладывается в большую банку на 3 литра и заливается до горлышка кипяченой охлажденной водой. Средство настаивается 3 суток, периодически его надо взбалтывать. После окончания срока выдерживания смесь тщательно процеживается. Хранить средство надо в холодильнике. Очистительный напиток принимается 3 раза в день по полстакана. 3 литров хватает на 10-11 дней. Через неделю желательно приступить к готовке следующей порции, поскольку очищение организма должно проходить до 40 дней. Такой напиток оказывает нагрузку на почки, поэтому при возникновении неприятных ощущений в области их расположения необходимо снизить разовую дозу в 2 раза. Чесночная вода. Это средство помогает при заболеваниях сердца, печени, крови, сосудов. Для приготовления рецепта понадобится простая некипяченая вода в количестве 250 мл и 1 большой зубец чеснока, нарезанный пластинками. Ингредиенты смешиваются с вечера, а пьется напиток с утра натощак. Сразу требуется приготовить новый раствор, который следует выпить перед сном. Такой курс лечения должен продолжаться в течение 30 дней. Чеснок с молоком. Молоко с этим чудо-овощем обладает замечательным лечебным эффектом. Отзывы об этом рецепте в основном положительные. Средство устраняет паразитов, улучшает кишечную флору, нормализует функционирование сердца и понижает уровень сахара. У людей, часто употребляющих этот напиток,
Нормализуется сон и состояние печени. Смесь готовится из стакана молока. Оно должно быть кипяченым и остуженным. Затем 2 зубца чеснока измельчают в кашицу и добавляют в теплую жидкость. Для вкуса можно добавить небольшое количество меда. Смесь из лимона, меда и чеснока. Для приготовления рецепта понадобится литр меда, 10 головок овоща, очищенными пропускаются через мясорубку, и столько же лимонов, выжимается сок. Ингредиенты смешиваются в какой-нибудь емкости, можно в банке, и накрываются неплотной тканью, лучше марлей. Смесь настаивается 10 дней. Курс терапии длится 2 месяца. Принимается 4 ложки средства в течение дня. Очищение печени. Для чистки печени используют чеснок 3 головки, оливковое масло стакан, мед 1 кг и лимон 4 штуки. С зубцов овоща снимают кожицу. Лимон разрезается, косточки извлекаются. 2 цитруса очищаются от кожицы. Все ингредиенты смешиваются с помощью блендера до кашицы. Смесь перекладывается в емкость, которую можно плотно закрыть крышкой. Средство надо продержать в холодильнике в течение суток. Лекарство принимается трижды в день до еды по 1 маленькой ложечке. Прием должен продолжаться, пока емкость не опустеет. Проводить такую очистительную процедуру можно только раз в полгода. Исключайте всю вредную еду, жареные, копченые и жирные блюда. Чеснок от поноса. В народной медицине много рецептов от расстройства желудка, однако чеснок при диарее самый эффективный. Рекомендуется употреблять по 1 зубцу овоща по утрам в качестве профилактики поноса. А уже при наличии такого неприятного симптома его следует есть по целой головке в день. Хорошим средством считается смесь активированного угля с соком чеснока. Ингредиенты смешиваются в равных пропорциях и помещаются в духовку. Продержать их там надо до высыхания сока. Принимать средство надо в количестве половины чайной ложки трижды в день за полчаса до употребления пищи. Чеснок разрешается давать при диарее и детям. Однако его перетирают в кашицу и прячут в мякоти хлеба. Чеснок с кефиром. Процедура проводится ближе ко сну. Для взрослых используется 10 небольших очищенных долек овоща. Принимается как таблетка, запивается кефиром. То есть жевать чеснок не надо. Детям старше 5 лет чистится 4 совсем маленьких зубца. Суть данного метода заключается в длительном растворении овоща в кишечнике. Это довольно продолжительное время, за которое чеснок успевает оказать воздействие на всех паразитов. Настойка для очистки крови. Это лечебное средство использовалось в монастырях Тибета. 350 грамм очищенных зубчиков чеснока перемалываются блендером или пропускаются через мясорубку. Получившаяся масса перекладывается в банку и заливается стаканом спирта. Обязательно плотно закрыть емкость и настоять смесь более недели. Оптимальное время – 10 дней. Настойка процеживается через марлю, а масса чеснока отжимается и выбрасывается. Сам сок принимается вместе с кипяченым молоком, лучше козьим, по следующей схеме. Первый день. 3 капли смешивают с 50 мл молока. Принимается до 1, 2 и 3 приема еды. Доза увеличивается с каждым днем. К 10-му дню она должна составлять 30 капель. Количество молока, в которое капают настойку, увеличивать не надо. Во время проведения процедур следует выпивать как минимум 2 литра воды в сутки. Это позволит снизить нагрузку на почки. Рассасывание чеснока. С утра надо разрезать 1 зубец чеснока на маленькие ломтики. Оставить на 5 минут. Затем по 1 дольке в день брать и рассасывать. Каждый кусочек держится во рту по полчаса. Остатки овоща надо выплевывать. Начинать процедуру надо с самого маленького и тонкого ломтика. Размер долек с каждым днем должен увеличиваться, пока не достигнет 1 порезанного зубчика. После процедуры рекомендуется почистить зубы и только потом завтракать. После еды следует пожевать немного петрушки или кофейное зерно, чтобы снизить неприятный запах.
Применение данного средства поможет очистить весь организм, поскольку сок из чеснока попадает в кровь очень быстро. С клюквой и медом. Один из действенных рецептов для укрепления сердечной системы является смесь из клюквы с чесноком, в которую добавляют мед. Это же средство применяют для чистки от холестериновых бляшек, а также при прогрессировании варикозного расширения, головных болях, ухудшении зрения и постоянной усталости для поднятия жизненного тонуса. Для приготовления очищающего средства надо приготовить 1 кг спелой клюквы, 200 г чеснока, полкило меда. Ягоды промыть, дать им стечь, а затем немного просушить, например, на полотенце. Чеснок очистить. Эти ингредиенты пропустить через мясорубку, перемешать и поместить в защищающую от солнечных лучей посуду, которая плотно закрывается. Дать настояться полдня, добавить мед и тщательно перемешать. Разрешенное суточное количество средства 50 грамм. Дозу съедать за 2 раза. Чеснок с оливковым маслом. Оливковое масло используется и самостоятельно для очистки организма, а в совокупности с чесноком эффективность продукта еще более повышается. Рецепт используется для укрепления сосудистых стенок, нормализации баланса микрофлоры в кишечнике. Одна головка овоща очищается и измельчается с помощью блендера. Масса помещается в банку. Ее предварительно надо простерилизовать. В нее же залить пол-литра масла и засыпать 1 ложку соли. Смесь перемешать, плотно закрыть и настаивать 14 дней в затемненном месте. При этом желательно ежедневно банку встряхивать. Это действие необходимо для того, чтобы масло не прогоркло. Смесь через 2 недели процедить. Средство хранится в холодильнике в бутылке из темного стекла. Принимать трижды в день целый месяц. При необходимости курс повторяется через 10-дневный перерыв. Перечисленные рецепты имеют и противопоказания к использованию. Это патологии щитовидки, воспаление в полости рта, язвы и гастриты при хроническом протекании, гепатит и панкреатит. Надо помнить, что спиртовые настойки могут оказаться вредными, если ими воспользуется ребенок. Будьте здоровы! Благодарю вас за просмотр. Напоминаю, что данное видео имеет только информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Если вы еще не подписаны, то сейчас самое время подписаться и включить колокольчик. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новые видео.